Рассвет над полями в окно, смотрит солнце. Огонь в печи, а в доме уют и покой. А в сердце свобода, и дышится вольно. Здесь счастье найдется, здесь край мой родной. Деревня моя, нет милее тебя. Родной мой дом, где за окном просторы, свежий ветер. Березы шепчут у реки. Здесь душа моя счастливее всех на свете. Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья. Вот уже 2 года, как я переехала из города в деревню и занимаюсь сейчас обустройством своего деревенского дома и участка в одиночку. Если вы совсем новичок на моем видеоканале, то рекомендую вам посмотреть другие мои видео, где я рассказываю, что успела сделать за это время в своем доме, на своем участке, а также где я показываю обзор своего дома. Ну а здесь я хочу подробнее рассказать о своем участке, какие у него особенности, какой урожай я собираю в этом году и какие у меня дальнейшие планы вообще на этот участок, как я хочу его обустроить. Ко мне тут пришла Буся. Бусь, поздоровайся со всеми. Да, Бусь? Да, да, Буся мышку принесла. Ты моя умничка. Сегодня я буду рассказывать о своем участке. В мае месяце этого года я уже снимала видео, где рассказывала о том, что посажено в моем саду, что растет на моем огороде. Если вы не видели этих видео, пожалуйста, пройдите, посмотрите. Ну а сегодня я бы хотела рассказать более подробно, скажем так, о своем участке. Начну с того, что расскажу немного истории. История моего сада начиналась, я думаю, аж в 1976 году, тогда, когда, собственно, был построен этот дом. Этот дом строил местный учитель школьный Анатолий Михайлович. Его очень многие знают в моей деревне, постоянно его вспоминают. И именно он сажал этот яблоневый, грушевый сад. И вообще здесь, если честно, чего только не растет. Я еще сама внесла свою лепту в этот сад тоже в том числе. Он занимался прививкой яблонь, а также он, возможно, занимался какой-то селекцией каких-то растений. Проживая здесь, я до сих пор открываю что-то новое о своем участке. Все время что-то интересное появляются, какие-то интересные растения, которые, например, я не замечала в прошлый год, заметила в этот. Я, конечно же, максимально стараюсь сохранить самобытность этого места, скажем так, насколько это возможно. В общем, друзья, я вам хочу не только рассказать о своем участке, но и показать его, в том числе рассказать о его особенностях. Поэтому мы с вами сейчас будем гулять по моему августовскому саду. Я буду рассказывать, что у меня новенького появилось, что вообще за 2 года тут случилось за то время, пока я здесь живу. Мой участок находится на склоне, и у нас здесь достаточно такая холмистая местность, очень много холмов, большие перепады высот. И мой дом как раз-таки стоит на склоне, если вы обратите внимание, ну на камеру, наверное, это не видно, одна часть фундамента у него выше, чем другая. Вот здесь вот кухня у меня практически кажется, что там нет фундамента, но на самом деле он есть, просто дом у меня находится на склоне. Вот. И весь участок у меня под уклоном, вот достаточно таким большим. Именно благодаря этому уклону вода никогда не застаивается по весне при таянии снега на участке, никогда не бывает затоплений. А также сливная система из моего дома очень быстро уходит под землю. Как вы понимаете, в этом огромный плюс моего участка. А также мне очень нравится то, что мой дом и мой участок буквально утопает в зелени, в зеленом таком оазисе, который окружен полями различными культурными. Вот здесь, например, над моим домом видно поле и лес. Кстати, в том лесу я часто гуляю, и оттуда видно все мое село, в том числе мой участок, утопающий в зеленом таком оазисе. Мне это чем-то напоминает даже колыбель. Когда я смотрела этот участок, выбирала этот дом, первое, на что я обратила внимание, так это на то, что весь мой участок огорожен высокорослыми большими такими деревьями. Это мне очень понравилось. Это, знаете, как живая изгородь у моего участка. Сейчас я вам попробую ее показать. Вот мой дом. И вот там вот конец участка. Одна часть, боковая часть моего участка. Вот видите, здесь высокорослые деревья. Там вот есть береза,
липы, клены, тополя здесь. Я не знаю, очень много разных деревьев, разномастных, скажем так. И вот так вот вдоль всего участка у меня они растут. Я не знаю, насколько возможно, я вам здесь покажу, но я буду обходить еще весь участок, и вы увидите, вот, что на самом деле даже вот в конце моего участка растут вековые ели, кое-где березы, которым очень много лет, я думаю, уже. Васюша, расскажи, интервью я хочу у тебя взять. Как тебе тут живется, Вася? Вася у нас сторожил, он очень хорошо знает это место. Я с ним познакомилась, когда сюда заехала, а этот кот жил здесь, судя по всему, это кот бывших хозяев. Вася очень любит со мной ходить. Вот мы с ним подружились, он живет здесь, он охраняет этот участок от чужих котов, оберегает и меня, в том числе свою новую хозяйку. Да, Вася? Ты мой сладкий кот, ты такой сладкий. Ты мой умничка. Так, значит, изначально, когда я купила дом и участок этот, он уже был огорожен забором, таким забором-конструктором я его называю, да. Частично он деревянный, частично из, я не знаю, как этот материал называется, профиль или что. Мне пришлось его восстанавливать, потому что он был полуразрушенный, этот забор. В частности, особенно в самых укромных уголках моего участка. Зрители, которые следят за мной постоянно, уже знают, что я восстановила часть забора. Друзья, мне очень нравится забор в начале моего участка тем, что он от проезжей части закрывает часть моего участка и вход в дом, можно сказать. Например, я могу сидеть на крыльце и видеть, что происходит за забором, поскольку вот эта часть выше, чем стоит мой дом, да, вот там поднимается холм, вот туда, в ту сторону. И когда я нахожусь на крыльце, здесь достаточно высоко, я сижу на крыльце и вижу, что происходит на проезжей части. Но если я спущусь сейчас с крыльца, то ничего не видно, что здесь у меня происходит на участке. Вот Вася подтвердит, да, Васек? Вот, и здесь достаточно укромное такое получается местечко. Хочу сказать, что благодаря этому забору комфортно не только мне, но и моим кошкам тоже в том числе. Вот особенно Триша, потому что она очень боится, она очень пугливая кошка такая. И вот ей приятно, когда есть свое пространство, да, Триша? Триша, повернись ко мне передом. Когти точит. Ну что, давайте я вам расскажу подробно сейчас. Расскажу, что растет у меня в этом году, что я посадила еще новенького, что выросло, что не выросло. Начну, пожалуй, с растений возле этого забора. Значит, вот здесь я весной высаживала хиномелис, кустарник такой красивый, цветущий. Он, к сожалению, не выжил, не прижился у меня. Вот, поэтому здесь заросли. Еще также сажала жасмин особого сорта. Я здесь оставлю картинку, что это за жасмин. Я его намеренно посадила возле забора. Вот, он очень красиво цветет, он меня прижился. Смотрите, как хорошо. Кто помнит майское мое видео, посмотрите. Очень хорошо разросся этот жасмин, и я думаю, что в следующем году я увижу его цветение. Также у меня здесь растет куст спирея, который красиво очень цвел в мае. Как только у него цветение окончилось, я немножко его обрезала, потому что он был какой-то кривоватый. Вот. Также вот здесь у меня стихийно разрослась малина, хотя ее не было в самом начале, когда я сюда приехала. Но она, видимо, вот она растет у меня там за забором, прилезла ко мне с той стороны забора на участок. Но я очень рада этому, на самом деле. Я очень люблю малину. Видите, она до сих пор у меня даже плодоносит. Я решила ее оставить здесь, потому что я малину очень люблю. А еще я совершенно неожиданно для себя обнаружила, что у меня на участке растет девисил. И он вот так вот интересно цветет. У него такие интересные огромные лопухи. Вот, лопухи, ну, листы. Я сначала думала, что это какое-то декоративное растение, а потом загуглила. Оказывается, это настоящий девисил. Он очень огромный, он вырастает. Видите, большие какие у него, выше забора уже. Ну что ж, вот здесь возле сарайки у меня стихийно растут клены, липы, бузина цвела у меня в мае этого года. Здесь также росла калина, но я ее спилила, поскольку ее начала есть тля. И калина у меня еще есть на участке, поэтому я посчитала нужным не оставлять ее здесь. Так, туда мы еще пройдем, посмотрим все. Давайте, пожалуй, с самой интересной части моего сада начнем, да. У нас этот год очень обильный и плодоносный. Вот это растет то ли терновник, то ли слива. Я не знаю, что это на самом деле. Вот сейчас он еще кисловатый, несмотря на то, что
Он как бы уже кажется, что он созрел, синий. Но это очень такая ягода, как сказать, похожа по цветению на вишню, но не вишня, как видите. И в то же время не слива, потому что, может быть, это даже чернослив, может быть, еще что-то. Кстати, напишите в комментариях. Может быть, кто-то узнал, что это за растение и что это за плоды. Я, если честно, не знаю, но предположительно это какой-то вид сливы, потому что ее очень много у меня в этой части сада. Я вообще думала спиливать эти деревья в прошлом году и не надеялась даже, что они будут плодоносить, потому что они очень старые. Я сейчас периодически с земли собираю сливки. Сливки собираю, понимаете, как это звучит. Вот это, например, уже она вкусная, очень сладкая слива. Вот она мягкая, и может съесть, она очень сладкая. Вот с земли я собираю и ем с удовольствием. Вообще не надеялась, что в этом году у меня будет слива. В прошлом году ее не было. Вот, но оказывается, она плодоносит. Также в этой части участка у меня растет облепиха. Облепиха у меня растет, видите, таким, достаточно обширным кустом. Здесь несколько особей облепихи. Вон уже, видите, ягодки начали появляться. Но мне кажется, надо ее уже пора собирать. В мае месяце очень много завязалось плодов. Но то ли сухой год был, то ли еще что. Те плоды, которые завязались, они большинство осыпались с нее. Что-то осталось, что-то осыпалось. В общем, облепихи у меня растет, по-моему, раз вот этот кустик молоденький, 2 большое уже достаточно дерево, 3. Ну и периодически поросль здесь у нее растет, я ее убираю, чтобы она не разрасталась сильно. И, немножко ягод она в этом году принесла. Совсем чуть-чуть, вот особенно на макушке видно, что она плодоносит. Также перед моим кухонным окном растет груша, которая, я думаю, уже засохла и погибла. Но нет, друзья, в прошлом году электрики, когда вели мне новую линию 15 киловатт, мы могли спилить кое-какие сухие ветки у этой груши, и она заплодоносила неожиданно в этом году. Видимо, это ранний сорт груш, и сейчас я периодически собираю под ней плоды. Она сама их сбрасывает сюда, и я собираю. Хотя надо бы, наверное, плодосборник купить и собирать им. Очень много достаточно груш в этом году на ней, даже несмотря на сухие ветки. Я очень удивлена, на самом деле. Я ее не планировала спиливать, хотя вот здесь вот на этой части участка росло очень много сухих деревьев. Кто видел мои первые видео, наверняка вы помните, в каких я зарослях стою и рассказываю о том, что купила домик в деревне, да. Вот здесь, на самом деле, на этой площади, по меньшей мере, было спилено около 4 или 5 сухих деревьев плодовых. А вот эту грушу я оставила, потому что, во-первых, она стоит прямо напротив моего кухонного окна панорамного. И когда зимой выпадает снег, он красивой шапочкой ложится на эту грушу. Здесь сидят снегири, синички. Я им здесь повесила кормушку. Вот здесь вот висит кормушка. И вот они подлетают сюда вот с этого дерева, с этой груши. Очень красиво садятся на нее, кучкуются тут большой стайкой. И я любуюсь синицами и снегирями благодаря этой груше. Поэтому я ее не стала спиливать. И кто-то мне в комментариях подсказал, посадите к этой груше рядом китайский лимонник, что я и сделала в мае этого года. Наверняка вы помните, я вам уже показывала. Это такое очень красивое растение, лиановидное оно, по-моему, да. И он разрастается, такой вот, оплетает все высокорослые деревья рядом с собой. Вот видите, он как раскустился у меня. За то время, когда я его посадила, он, по-моему, раз, 2, 3, 4 веточки новых дал. Вот. Постепенно он будет расти. Я буду формировать его так, чтобы он обвивал ствол этого дерева и поднимался выше-выше на крону этого дерева, в частности, на его сухие ветки, чтобы его оплетал. И вот здесь я поставлю картинку. Вы увидите, что в итоге будет, да, когда он разрастется. И когда китайский лимонник будет плодоносить, у него будут такие красивые красные грозди из ягод висеть вместе, похоже, с этими грушами. Вот. Здесь будет очень красивая крона у этого дерева. Друзья, к сожалению, пока я записывала это видео и монтировала его, кто-то ночью пробрался ко мне на участок и своровал все груши с моего дерева, которые я только что показывала.
Здесь я это рассказываю только потому, чтобы предупредить всех, кто хочет яблок или груш или еще каких-то плодов из моего сада. Пожалуйста, лучше спросите у меня лично, я поделюсь с вами совсем сама, потому что у меня в саду всего в избытке. Но, пожалуйста, больше не делайте так, потому что вот вы, например, в этот раз истоптали лимонник китайский мой, который растет перед этой грушей. Вы не знаете, какие растения растут в моем саду и что вы можете попортить. Лучше у меня спросить, я поделюсь с вами, не нужно будет лазить по ночам. К тому же у меня стоят камеры, и я все вижу. Я вижу, кто залазит ко мне на участок. И, конечно же, могу написать заявление на вас. Поэтому я вас предупредила. Первый раз, второй раз я просто буду обращаться в полицию. Так, друзья, ну вот здесь вот перед домом я решила высаживать также розарий. И в этом году, помимо одной розочки, которая у меня здесь с прошлого года растет, это Винчестер Кафедрал. Вот смотрите, как она красиво цветет. У нее еще бутоны будут, она будет цвести аж до самых заморозков. Помимо этой розочки я посадила еще сюда сорт розы терракота. Она у меня уже разрослась. Вон, видите, возможно, даже цвести будет. Что-то здесь такое намечается у нее. Также я посадила еще другие сорта роз. Здесь я думала, что посадила какой-то Summer Song, алую розу. Но, видимо, пришел пересорт. И вот какая-то желтая розочка. Я не знаю, что за сорт. Ну, какая-то роза растет. Но она, кстати, очень красиво цветет. Она уже отцвела. Один бутон у нее отцвел. Я вам здесь фотографию вставлю. Покажу, какой у нее красивый бутон. И вот совсем недавно я посадила еще 2 розы. Решила попытать счастье, скажем так, судьбу испытать. Заказала у другого продавца, короче, опять этот сорт Summer Song. Вот у меня 2 кустика. Надеюсь, что они еще успеют прижиться до заморозков. Вот там и вон там я посадила. Друзья, всем привет! Снимаю это видео уже в другой день, потому что мне пришлось прерваться. Возникли кое-какие дела. Но я продолжу рассказывать о своем саде. Снимаю с утра, поэтому свет не очень, еще пока солнышко высоко не взошло. Но у нас сегодня прохладно с утра, поэтому я так тепло оделась. У нас ночью вообще было плюс 9 сегодня, представляете? Август месяц, а у нас такая погода офигеть. В общем, здесь у меня будет розарий, как вы поняли, да? Вот здесь у меня растет вишня, малины очень много было в этом году. Вишни было чуть-чуть, но она была. И вот здесь у меня сливы растет. Кстати, я опять же не знаю, то ли это слива, то ли чернослив, то ли еще какой-то другой вид ягоды. Напишите в комментариях, что это вообще. Кстати, на дереве она кислая, но когда опадает, очень сладкая. Вот, ну, в общем, я вам показала, да, вот перед домом, что у меня здесь я достаточно хорошо все облагородила. Вот тут подсолнух дозревает, я его скоро сниму. Здесь, кстати, я хочу устроить лаунж-зону, зону отдыха, сделать такой, знаете, костровую зону, аккуратно все обустроить, чтобы здесь стояли какие-нибудь садовые кресла, которые неубиваемые, в которые можно сесть в любой момент, как-нибудь из кирпичей, что-то для костра сделать, хочется какой-то гальки положить. В общем, почему именно это место? Потому что для меня именно в этом месте стало уже традицией сидеть по вечерам в садовом кресле, любоваться на закат, наслаждаться чаем. Вообще, знаете, для меня это своего рода такая медитация уже. Мне очень понравилось так отдыхать после рабочего дня. Вы знаете, свобода вообще в том, чтобы сидеть вот так вот на паузе, наслаждаться, пока весь мир задыхается в скорости, сравнениях себя с другими, в погоне за чем-то или за кем-то. Весь мир в необъятии и за всем не угнаться. Главное – это состояние, в котором мы проживаем эту жизнь. Согласитесь? Закаты, кстати, я очень люблю фотографировать и часто делюсь этими фотографиями в своем телеграм-канале, так что заходите и любуйтесь тоже. И вообще я люблю там делиться атмосферными фотографиями, которые можно поставить на заставку своего телефона. У меня уже есть вот здесь возле огорода лавочка под раскидистой яблоней. Я очень часто здесь люблю сидеть, отдыхать после огородных каких-то дел. Но здесь яблоня, она как бы скрывает солнце, но она меня как бы укрывает. Здесь можно просто сесть, отдохнуть, что-то вот когда на огороде очень сильно устал и все. Вот, а лаунж-зону я сделаю здесь, однозначно возле дома. Здесь как раз очень удобно, с соседями можно будет пообщаться заодно. Переходим дальше, да. Вот здесь мой огород, небольшой такой огородик. Я когда сюда приехала
впервые. Здесь вообще была трава выше моего роста практически. Мне пришлось здесь все выкашивать, создавать грядки с нуля высокие. Часть грядок я из шифера сделала, вот как видите, да. Здесь у меня, значит, растут баклажаны. Баклажаны впервые я сажала в этом году. У меня даже вон один начинает вызревать. Представляете, я очень ему рада, потому что я уже не надеялась, что они будут расти. Здесь у меня очень много перцев. Вот перец маврас. Вот, значит, перец богатырь. Здесь у меня росла редиска, я уже ее съела. Здесь салатик дорастает, брокколи уже пора убирать, ее съела мошка какая-то. Но я успела ее сорвать, частично срезать и заморозить на зиму. Очень много томатов в этом году. Очень много, несмотря на то, что у меня, видите, небольшая достаточно площадь для томатов. Я их на шпалеры подвязываю, в открытом грунте они у меня растут. Очень много огурцов также. Несмотря на то, что они вот на такой маленькой площади растут, я их посадила здесь аж штук 28, по-моему, у меня здесь растет. 4 или 3 разных сорта. Но в будущем году я буду чуть поменьше сажать. Это я немножко не подрасчиталась, скажем так. Друзья, что у меня еще в этом году на огороде? Какие изменения? Значит, вот эта вот грядка моркови, она заросла, но морковь там уже я раннюю снимала, она очень крупная у меня в этом году. Я здесь вставлю фотографии с телеграмма. Также в этом году я собрала все целехонькие пчелиные улья, которые у меня стояли по участку, и сделала вот из них такие кашпо для клубники. Клубника у меня разных сортов, в каждом кашпо своя, даже с некоторых кустов я уже успела попробовать ягодки. Вот. Ну, в будущем году буду есть с них уже полноценный урожай. Они у меня пока, знаете, вот в таком формате, как бы непрезентабельном. Я их собираюсь подкрасить следующей весной в белую краску, чтобы они более-менее красиво так вот выглядели как-то, да. Остальные улья, которые уже совсем прогнили, я их выкинула, они уже, ну, вообще их даже под кашпо не годятся, некоторые улья. Вот, а у этих я просто выбила дно, там вот дно убрала, и там земля. Клубника здесь растет с хорошим дренажом. Также у меня были целые улья. Целые, это значит, это вполне пригодные для создания меда. И эти улья я отдала местному пчеловоду. Вот, и он за это со мной поделился медиком. Кому интересно, из Нижегородской области, если вы хотите мед, пишите мне в личные сообщения в Телеграме, я вам подскажу контакты пчеловода, который делает мед. Так, ну вот, друзья, у меня также здесь растет черешня, вот желтая черешня. Одну ягодку в этом году я успела с нее попробовать. Также у меня здесь растет черная черешня, она очень сильно разрослась, ленинградская, видите? Какое большое уже дерево. Кто помнит, в 2024 году весной я его сажала. В общем, в этом году я даже успела попробовать черешню. Фотографиями всех ягод, всего урожая я очень часто делюсь в своем телеграме. У меня нет возможности все снимать на видео, поэтому обязательно проходите в телеграм. Там вот все самые свежие новости, фотки всего, все вы будете досконально знать. Вот. А здесь я вот что успела снять, да, вот за это время, пока снимаю это видео, то успела, как говорится, да. Также я переделала немножко грядку с клубникой. Здесь у меня сорт Азия и Альба. Здесь раньше росло 3 сорта. Я все-таки решила оставить один сорт. И замульчировала эту клубнику хвойным опадом, как видите. Но хвойный опад траве нипочем, как вы видите, да. Я немножко разочарована. Скорее всего, на следующий сезон я буду мульчировать клубнику еще толстым слоем сена. Не знаю, конечно, как это поможет мне или нет. Бусь вот трется об меня. Не знаю, короче. Я уже исцелила разные пленки сюда. Понимаете, даже пленку поднимает это травище, которое вот ну никак не остановишь. Она ее поднимает и даже растет сквозь отверстие, где клубника. То есть, ну вот настолько здесь очень обильный край, ну на траву в том числе. Друзья, у меня очень много в этом году яблок. Просто море их. Море. Я не знаю, куда их девать. Вот это вот поздний сорт. Они поспевают поздно, такие крупные желтые яблоки. Также у меня практически все яблони, которые у меня здесь есть, они все плодоносят. Представьте, я немножко в шоке. Если честно, я не ожидала, что так будет. И груши тоже все плодоносят. Я примерно посчитала, у меня где-то около 20 с лишним плодоносных яблонь. Несмотря на то, что они старенькие, они, вот видите,
вот такая история. Даже в этом году ломались ветки от урожая. Друзья, всем доброго утра. У меня тут ЧП. Прямо на тропинке по пути в баню упало дерево. Точнее, это яблоня. И сгнила у нее ветка, видите? Она, видимо, не выдержала тяжести. На ней очень много яблок. Смотрите, она вся усыпана яблоками. И она упала, короче. Но это старое такое достаточно дерево, видите? Так, жалко, конечно. Я так радовалась этим яблочкам, думала, вот. Но видите, они уже прям вообще, смотрите, все усыпано. Оно, видимо, не выдержало тяжести. Да еще, может быть, ветер был сильный. Ну вот, надо будет теперь распиливать его. Жалко, конечно. Весной я спиливала сухие ветки с этой яблони. Вот видите, вот спиленная. Но все равно это не помогло. Бельчик, смотри, у нас тут яблонька упала, киса. Моя ты сладкая девочка. Ой ты, боже, моя радость-то. Пойдем парник открывать. Что ни день, так у нас это какое-нибудь приключение в саду. В общем, в итоге я спилила эту ветку. Точнее, это даже не ветка, это практически молоденькое деревце на старой ветке. Она была очень толстая и тяжелая, если честно. А вот прогнивший ствол не удалось спилить. Она висит на коре старого дерева, чтобы вы понимали. Вот видите, тут вот кора, ну, тоненькая. Я, конечно, сломать не могу на такую толстую кору. И отпилить не могу никак. Это даже, знаете, не ветка, а дерево целое. Она очень тяжелая, чтобы вы понимали. Вон, видите, какая она огромная. Вот. Толстый у нее ствол-то. Практически с мою ладонь. Жалко, конечно, но что поделать. Да и она, если честно, мешалась на проходе. Висела, задевала меня. В общем, вот эту надо какой-то толстой более пилой. Но у меня, к сожалению, аккумуляторная пила сломалась. Поэтому я не могу механической ее спилить. Девочки тут лазят. Поскольку сад у меня старый, практически 50 лет всем деревьям, да, я каждый год нанимаю людей, которые бензопилой спиливают мне сухие деревья. Но с каждым годом их становится все больше и больше сухих веток на них, часть яблонь просто умирают, и, к сожалению, уже они находятся в таком состоянии, что я им никак не могу помочь. Да, и чтобы здесь более-менее как-то привести все в порядок, каждый год нужно нанимать большую бригаду лесопилов, а у меня таких возможностей, к сожалению, пока нет. Каждый год во время яблочного спаса я стараюсь угощать всех местных сельских жителей, всех желающих яблоками из своего сада, а также угощаю этими яблоками создателей этого сада Анатолия Михайловича и Марию Михайловну в благодарность за тот сад, который они посадили и в котором я сейчас живу и наслаждаюсь плодами. Вот, я очень благодарна этим людям. Также у меня в этом году было очень много урожая черной смородины. Вот здесь у меня кусты растут красной смородины. Крыжовника было тоже очень много, друзья. Фотографии всего и видео маленькие, коротенькие я записываю в Телеграм. И также я была в шоке. У меня, оказывается, в этом году виноград. Виноград, причем его очень много, как видите. Короче, очень много винограда в этом году, просто море, и я причем не знаю, что это за сорт. Кто вас что пишет, у кого какие предположения, я не знаю, может быть, вы узнаете, что это за сорт. Сейчас я попробую еще снять. Вот. Так. Вот отсюда, надеюсь, видно хорошо его. В тени наполовину. Вот. Посмотрите, напишите, пожалуйста, что это за сорт. Кто-то пишет, что Изабелла, кто-то пишет, что какой-то технический синий. Я, наверное, в этом году буду пробовать делать из него вино домашнее, попробую сделать. Не знаю, что у меня получится, я ни разу вино не делала. И смотрите, виноград, ну я не успела его облагородить, сформировать как-то эти лозы, да. Здесь стоит вот арка, я не успела, короче, сделать лозы. Я думала, что вообще ничего здесь не будет из винограда расти, но он вырос, и он, понимаете, полез на соседнюю грушу. Сейчас попробую снять со стороны. О, блядь.
Видите, он как растет, интересно. Вон у него макушка куда ушла. Это, конечно, яй. Смотрите. Вон там аж маленькая вот эта макушка на самой верхушке груши. Туда, короче, он залез. Я его специально отвадила вот от левой стороны. Почему? Потому что здесь вот провод идет у меня в баню, ведет свет. И как бы если бы он еще на провод залез, это не очень хорошо было бы. Когда я сюда приехала, здесь было что-то на вроде беседки для этого винограда. И он был очень сухой весь сухой был. И эта беседка была полуразрушенной. Поэтому мне пришлось ее убрать и построить вот такой вот, арку на скорую руку, можно сказать, для этого винограда. Но я вообще не думала, что он у меня вырастет, потому что я его срезала. Я думала, что он высох, погиб. Но, как видите, после обрезки он пошел в новую силу, можно сказать. И стал еще сильнее, и, оказывается, даже заплодоносил. Так, друзья, двигаемся дальше. Вот здесь у меня была яблоня, к сожалению, она погибла. Очень вкусные яблоки с нее были. Ее пришлось спилить, потому что она под весом тяжести. Видите, как у нее ствол прогнил. Вот, она под весом тяжести яблок упала. Упала. И прям с недозревшими яблоками. И мне пришлось вызвать человека, который бензопилой ее спилил. Спилил, значит, и вот здесь вот у меня теперь сухие ветки с этой яблони. И также дрова, как видите, да, которые мне тоже нужно колоть, куда-то убирать. Я еще пока не знаю, как с этим всем справиться, но надеюсь, что справлюсь. Вот девочки за мной идут, гуляют вместе со мной. Вот здесь, кстати, тоже яблоня плодоносит. Она очень вкусные яблоки мне принесла в этом году. Но, друзья, я не знаю, куда их девать, если честно. Я уже часть яблок местным жителям стала раздавать. Кстати, кто меня смотрит из местных, пишите мне в личные сообщения в Телеграме. Договаривайтесь, я вас угощу яблоками и грушами. Вот здесь, кстати, у меня малинник. В этом году было много малины. Вот здесь она на пути у меня в баню еще растет. Более крупная, кстати, малина здесь. Тоже, может быть, если фотографии найду, здесь вставлю. Вот мы с Тришей дальше идем. Пойдем, Триша, пойдем. Кс-кс-кс. Ой, белочка пришла. Белек, ты с нами? Ты моя девочка, ты моя хорошая, ты моя ластится. Вот, девчонки тут. Мама Буся, Бела. Вот так она воспитывает детишек своих. Также у меня в этом году плодоносила ирга. Впервые пробовала ее плоды. Посмотрите, какая она огромная. Я вообще не знала, что это за ягода. Только приехав сюда, я узнала, что это такое, и попробовала даже. На вкус такая мучнистая, сладковатая ягода. Тоже много было плодов с нее. Вот с нижних веток я собирала, пробовала есть. Но, к сожалению, заготовить не успела. Времени на все на это нет. Но зато попробовала, да. Вот здесь у меня еще очень много груш, яблонь. За баней у меня тоже очень большой такой неосвоенный еще участок мной, скажем так. Но, кстати, в этом году я убрала отсюда старенькие улья. По крайней мере, хоть как-то освободила пространство. Часть ульев пошла на клубнику, как вы видите, да. А часть ульев отдала я пчеловоду местному, и часть выкинула на свалку, потому что они уже были непригодные. Вот, кстати, крышки от них еще тут лежат. Я еще думаю, как их приспособить. Крышки вроде целенькие. Может быть, еще какой-то кашпо из них сделаю или еще что-то, не знаю. Как вы видите, тоже очень много под ногами яблок. Я просто не справляюсь с этим. Это нереально одному человеку все это убирать. Это нужно здесь, знаете, бригаду садовников, которые будут постоянно вот это все убирать, чистить, собирать. В общем, короче, друзья, кто из местных, обязательно приезжайте ко мне за яблоками и грушами. Их в этом году очень много. Так, кстати, вот здесь у меня дровница с этой стороны бани и с той стороны бани. Нужно их немножко перебрать, скучковать. Где-то вот, например, на той стороне бани у меня дрова. Вдоль бани тоже все лежат. И часть дров мокнет, потому что на них течет вода во время дождя с крыши. Вот ту часть, которая вот в конце бани, вот ту часть нужно приложить сюда, потому что здесь они под крышей, а там на них капает вода. Короче, эта работа мне еще на осень предстоит. Еще надо будет убрать те спиленные яблони. Тоже к бане как-то перетащить, раздербанить их. Забыла сказать. Я же забыла сказать, мне еще пару деревьев спилили в этом году. Вот здесь я хочу показать, вот белочка, белечка, ты мой сладкий кот. Вот здесь еще стояла у меня яблоня сухая.
Она была полностью высохшей. Я не знаю, может кто-то помнит по моим старым видео. На пути в баню вот стояло еще одно дерево. Мне его тоже спилили. Вот она вот здесь лежит. Теперь спиленное. Нужно его убирать. Короче, не знаю, когда и как я все... Что успеваю, то делаю. Что успеваю, то делаю. Также мне спилили еще одну крупную ветку на яблоне, которая висела прямо над проводом, который ведет свет в баню. Она была сухая уже, и нужно было ее спиливать. Вот, друзья, также мне спилили ветку яблони, которая висела над баней, сухая тоже. Тоже это было пожароопасно. Вон, смотрите, девчонки как играются, бегают. Вот здесь сидят, ждут меня еще, гуляют со мной. Ну, короче, идемте дальше, да? Идемте дальше. Так, вот здесь у меня была тепличка для бахчевых. Я надеялась, что вырастут арбузы какие-то, но выросла только вот одна дынька. Она созревает до сих пор, надеюсь, дозреет до момента сбора урожая, до заморозков. Еще одна была дынька поменьше, вот она. Так, как бы показать-то, вот. Вот еще поменьше, вот такая вот она. И побольше. Две дыньки, короче. Ну и также тыквы, которые у меня росли на подоконнике в рассаде. Они заплодоносили. Ну, так кое-где есть кое-что. Уже все заросло, я не успеваю, просто с этим не справляюсь. Вот здесь, кстати, в этом месте я хочу сделать компостную кучу из гнилых яблок. И на будущий год здесь высаживать тыквы, может быть, дыни, может быть, арбузы, не знаю. Вот эту часть участка я не успела весной покосить, поэтому она у меня вот такая вот заросшая. Очень поздно купила я нормальный триммер. Не успела молоденькую траву скосить, чтобы она вот не доросла до такого. Где-то успела часть участка выкосить, да, с весны, а где-то не успела. Ну вот, как успеваю, так успеваю. Вот здесь у меня рос лук, я уже его собрала. Также растет здесь свекла, которая у меня почему-то в этом году не особо какая-то активная. Видите, она совсем хиленькая. Не очень выросла свекла. Может, семена были плохие, может, что, не знаю. Картошку уже пора собирать, мама приедет, мы ее выкопаем, потому что она уже и травой заросла, и уже, короче, ботва у нее даже желтая среди травы потерялась. Вот здесь у меня растет кукуруза. Часть кукурузы не взошла. Я ее, видимо, когда пропалывала вот эту вот часть участка, я выпалывала часть кукурузы нечаянно. Но вот 3 ряда у меня растет. И даже зреют вон уже кукурузята. Вон там, ну, короче... Немножко кукурузы я поем в этом году, хотя она очень странно у меня растет в этом году. Неспешно, скажем так. Не так, как в прошлом году. И, наверное, не успеет нормально дозреть до заморозков. Вот здесь у меня тоже немножко кукурузы. Тоже она уже начала завязываться. И немного тыкв и кабачков я здесь посадила. Тыквы сажала маленькие в этом году. Видите, какие крохотные прямо совсем. Вон, смотрите, какие малюсики. Прям вот. Диетические какие-то, десертные какие-то тыквы. Вот еще одна маленькая. Отсюда не видно. Ну, в общем, вот еще 3 кустика кабачков. У меня тут тыквы, которые не плодоносят почему-то в этом году. Вот 2 куста, еще 2 плети. Не знаю почему, они что-то как-то грустно все. Ну и кабачки. У меня тут созрел кабачочек. Я сегодня хочу его запечь по Алисиному рецепту. Алиса с канала Алисий Домик подсказала, как сделать вкусные чипсы из кабачков. Или запеченные это кабачки, не знаю. Ну, в общем, рецепт сейчас попробую и вам потом покажу. Сейчас вот его надо еще сорвать. Как-то так аккуратно, чтобы не поломать весь кабачок. Сейчас попробую одной рукой. Это не очень удобно делать, я сразу скажу. Но надеюсь, что сейчас... О, вот. Сейчас его надо помыть. А тут еще вот зреют еще кабачочки. Еще вон там созревать начал. За кустами не видно, вон. Еще маленький скоро будет. Ну, в общем, я этого красавчика пока приготовлю. Посмотрю, что за рецепт такой. Суть рецепта достаточно простая. Порезать кабачки, просушить их достаточно хорошо, чтобы с них стекла влага вся, обвалять в муке, в специях,
разложить на противне и затем посыпать тертым сыром. В общем-то, потом их запекаете в духовке, и получается такие хрустящие чипсы из них. Это очень вкусно. А теперь всегда так буду делать. Это даже лучше, чем жарить их в кляре с петрушкой. Намного лучше. Потому что здесь нету масла. И быстрее это готовится. Очень вкусно. Сюда можно еще чесночка добавить. Но с сыром без чеснока тоже очень вкусно. И, наверное, я их немножко не досушила, потому что они сыроватые. Но даже такие сыроватые, они вкусные. И, наверное, в следующий раз я буду их делать потоньше. И раскладывать просто не друг на друга, а вот в рядок. И тогда они будут еще более подсушенными и действительно будут чипсы. Но даже так тоже очень вкусно. И самое главное, что это готовится очень быстро. Не нужно стоять у плиты, раз в духовку и все. Короче, спасибо Алисе. Это очень вкусно. Также у меня шелкоица. Смотрите, какая большая в этом году вымахала. Это дерево, которое высокорослое, да. Я думала, что у нас в Нижегородской области шелковица или тутовник не растут. Высокорослые, оказывается, растут. Помимо этой высокорослой шелковицы, у меня растет еще штамбовая шелковица в другой части сада. Сейчас я вам ее покажу. Друзья, всем привет! Смотрите, кажется, у меня созрела шелковица. Ну, как она начала созревать, точнее. Похоже, да? Ее уже можно есть. Потому что она буквально сыпется прям с куста. Сейчас попробуем. Она уже зрела. Тут еще пару спелых ягодок есть. Боже мой. Вкус детства. Бабушку сразу вспоминаю. Она не вся дозрела. Ну, кое-какая. Вот так вот она выглядит на вкус. Сладенько, чернично-малиновый какой-то такой вкус. Без кислинки. Очень сладкий. Она так руки окрашивает. Смотрите, у меня уже руки все шелковицы. Здесь еще недозревшие есть. Ну, что-то мало с этого кустика. Также у меня здесь, смотрите, как разросся грецкий орех. Он тоже уже большой. Почти с мой рост. У него очень вкусно так пахнут листья. Йодом, когда их трогаешь, они прям очень вкусно пахнут. Вот. Если вот так потереть листик, то он потом, руки очень вкусно пахнут йодом. Это приятное воспоминание из детства. У бабушки в Краснодарском крае у меня тоже рос грецкий орех. И этот запах мне напоминает о бабушке. Вот, он уже такой большой. Тоже я здесь не косила, не успела вот все выкосить. Смотрите, заросло частично крапивой все. А здесь частично, как я уже сказала, весь мой участок, он огорожен, условно говоря, деревьями высокорослыми, елями. Вот это вот 3 голубых ели, например. 3 голубых ели. Очень красивые. У меня растут в конце участка. Еще у меня есть ели, которые растут не в конце моего участка. Кстати, вот калина. Здесь и возле бани я вам еще не показала. Здесь у меня растет калина. Вот тоже конец участка. И заканчивается он полем. То есть, чтобы вы понимали, весь мой участок огорожен высокорослыми деревьями, зрелыми такими, как вот в настоящем лесу, да. Вон там вот одна голубая ель. Отсюда не видно, короче. Одна елочка голубая, рядом с ней стоит обычная лесная ель. Вот так попробую показать. Вот рядышком они стоят. За вот этим живым забором у меня поля. Понимаете? Не лес, а поля. Здесь обрабатываемые поля, что-то скашивают, что-то для коровок, что-то сажают, какие-то культуры, пшеницу, горох в этом году сажали на полях, вот, например. А здесь мне очень нравится место это тем, что здесь как в лесу, вот здесь заходишь, и шатер такой из ели голубых. Смотрите, как в лесу, так здорово. И, как я уже сказала, вот здесь я собираю хвойный опад для мульчирования клубники, но он не очень эффективным оказался. И также здесь я сажала голубику. Ну как, вот она растет, да, но что-то ей здесь не нравится. Она не плодоносится, не собирается ничего. Нужно, наверное, ее пересаживать. Белочка со мной ходит. Белечка.
Ты мой сладкий. Ой, ты боже, ты моя сладкая девочка. Пурка-пурка. Держу в руках еще этот повербанк, потому что у меня зарядка на телефоне закончилась. И приходится прямо с зарядкой, с повербанком ходить вам снимать тут все. Белка, смотрите, куда она залезла. Вот эта дамочка очень любит по деревьям лазить. Я не знаю, зачем я кошку эту назвала белкой. Ну, хотя она самая беленькая среди всех. Вот, ты мой сладкий кот. Скажи, я оправдываю свою кличку. Полностью оправдываю свою кличку, скажи. Вот так, лазию везде, скажи. Ой, ты боже, как она любит здесь лазить по деревьям, это что-то. Это вот самое любимое ее занятие. Белек. Ну, в общем, идемте дальше. Здесь я складываю ветки спиленные с сухих деревьев. У меня по границе всего участка лежат сухие спиленные деревья, которые я использую как хворост для растопки бани, печи. Периодически топлю ими, но, как видите, все не перетопишь, как бы. Сухих деревьев с каждым годом все больше и больше. И я не успеваю просто это все перерабатывать. Поэтому все это лежит в конце участка, перегнивает. Бельчик, пойдем. Там Триша гулять, пойдем. Пойдем, моя сладкая, пойдем. Пока не любит со мной ходить по участку. Пойдем, Белек, пойдем. Пошли. Пойдем, моя вся сырая. Трава мокрая, она вся сырая. Белечка. Вся сырая девочка у меня. Вон мама Буся пришла. Здесь Триша сидит. Так, ну вот здесь у меня, кстати, в конце участка еще растет слива и вишня. Также в этом году возле бани, смотрите, как много у меня калины. Весной я ее спасала от тли, и, как видите, не зря. Очень много, большой такой куст у меня возле бани здесь растет, красивый. Я периодически ее замораживаю в морозилке и потом делаю из нее зимой морсы с медом. Очень полезные вещи, скажу я вам, от простуд, от различных заболеваний, для иммунитета. Вот такая вот калина у меня. Кстати, она еще обросла хмелем дополнительно. Вот видите, шишечки хмеля вместе с ней растут. Очень красиво. В общем, друзья, как вы понимаете, сад у меня очень большой, и все в одном видео просто не поместить, не успею я вам все это показать, рассказать. В этом видео все, что успела, рассказала, показала. Если что-то забыла или упустила, то наверняка об этом есть в моем телеграм-канале. Все подробно я в своем телеграм-канале рассказываю. Там практически вся моя текущая жизнь. Так, друзья, ну что, сегодня буду отжимать яблочный сок. Вместе с морковкой хочу сделать. Груши немножко добавлю. Хожу вот каждый день вот по тазику, по ведру собираю. Складываю все в холодильник, в морозилку. Друзья, к сожалению, я не была готова к такому обилию урожая в этом году, поэтому как могу, так справляюсь. Что-то где-то сок выжимаю, где-то замораживаю частично что-то, где-то ем что-то частично, где-то кому-то раздаю, дарю и так далее. Вот, вообще у меня было в планах приобрести морозильный ларь, но поскольку в этом году я вложилась прилично так в свой дом, в обустройство своего дома, у меня совершенно не осталось средств ни на какие-то морозилки, сушилки, которые вы мне рекомендуете периодически в комментариях. А что касается заготовок, в частности вот консервирования, у меня просто банально на все на это нет времени. Друзья, я работаю по 8 часов, 5 дней в неделю. Все в одни руки сделать невозможно, к сожалению, как бы это ни хотелось, и заработать денег, и ухаживать за садом, и обрабатывать урожай. Насколько хватает моих сил и возможностей, я справляюсь. И из видео в видео об этом людям повторяю. Но почему-то люди не понимают, что в одни руки как бы невозможно все сделать. А тем более, если эти руки женские. И вообще попробуйте поставить себя на мое место. Как вам вот так вот будет в одиночку жить и совсем справляться?
А я, между прочим, на минуточку, все-таки справляюсь со всем этим и достаточно успешно, как я считаю. Из года в год на моем участке, в моем доме становится все лучше и лучше. Вот, например, совсем недавно я покрасила наконец-то свой стол, который у меня стоит на крыльце 2 года. О том, сколько я денег потратила на реставрацию этого стола, я подробно рассказываю в своем вертикальном видео. Если вы еще не видели, обязательно пройдите в раздел маленьких коротких видео вертикальных и посмотрите. Друзья, всем доброе утро. Посмотрите, какая у меня красота. Все равно уже как-то это получше стало выглядеть. Крыльцо. Только кресло, конечно, в ансамбль не вписывается, но я со временем куплю другое, которое будет гармонировать с крыльцом, с оттенками крыльца. Ну, это старенькое уже, его надо выкидывать, да и кошки его все залапали, оно рвется уже. Вот такая красота получилась, друзья. Вот. Смотрите, какие подсолнушки. Испекла вчера шарлотку не с яблоком, а с грушей. Получилось безумно вкусно. Я ни разу не пробовала шарлотки с грушей. Еще корицы туда немного добавила. В общем, ну посмотрите, ну как приятно выйти, сесть на белый стульчик за белым столом, выпить кофе со шарлоточкой и с букетиком из подсолнухов. Друзья, хочу сегодня сделать на ужин фаршированные перцы. Поэтому пришла собирать урожай для этого блюда. У меня, конечно, еще не все перцы созрели. Вот это сорт «Богатырь» у меня созревает. Хотя, мне кажется, он уже созрел. Даже не знаю, может быть, один сейчас сорву. А вот эти черненькие, это сорт «Мавраз». Попробую из маврасов сделать, из «Богатыря». Еще у меня есть один сорт желтого перца. Вот этот, кстати, уже практически созрел. Его тоже можно попробовать, наверное. Этот сорт мне давала мамина подруга. Я не знаю, как он называется, но говорят, что очень вкусный, надо сохранить семена с него. Ножницами не получается, поэтому я просто вот так сделаю. Оп. Оп, смотрите, какой интересный маврасик. Но мне кажется, он еще должен дозревать. Впервые вижу я такой перец, если честно, и пробую тоже впервые. Сейчас еще один маленький сорву, чтобы попробовать в салатике его хотя бы, или так просто. Вот заодно и маленькие перчики попробую на вкус в салате. Да, надо было все-таки ножницами срезать, но ничего страшного, это тоже я съем. Блин, как же их неудобно одной рукой-то срезать. В одной руке держу камеру, а второй все ради того, чтобы вы увидели, как я собираю урожай. Ну вот этот, кстати, очень хорошо дался. Смотрите, какой он красивый. Желтенький. Вот. Боже, как он пахнет вкусно, ароматно. Просто бомбически. Очень вкусно пахнет. Вот этот желтый я тоже, пожалуй, сорву, потому что он уже практически созрел. Если честно, впервые снимаю перец, созревший с куста. Ой, смотрите, какой он классный. Такой ярко-желтый вообще. Вот с этого надо обязательно семена сохранить. На будущий год тоже посажу. Мне очень нравится, как он выглядит. И пахнет тоже приятно. На вкус сейчас еще его попробую сегодня, когда буду фаршировать. Смотрите, какой красивый. Один бачок у него такой зеленый, да? А другой желтый. Так здорово. Вот, друзья, такой у меня урожай. В общем, буду сегодня пробовать мавраз. Я впервые его сажала. Не знаю, какой на вкус. Буду готовить вечером и распробую, и все покажу вам. Красота, да? Красота. В общем, я начала уже готовить начинку. Здесь у меня лучок на топленом масле золотится потихонечку. Я уже, значит, натерла морковочки. Вот так вот ее высыпем сюда. Сейчас немножко потушится морковь вместе с луком. Иногда я добавляю сюда рис. Но сейчас мне риса что-то не хочется сюда добавлять. Кому нравится рис, можете еще сюда риса добавить. Кстати, можно прям в сковороду сухой рис добавить водички чуть-чуть, да. И прям в сковороде он может дойти, а потом допечься непосредственно в самих перцах. Но этот вариант я буду делать без риса. Без риса хочу сделать. Я чуть-чуть подлила водички, чтобы она потушилась вместе с луком. Пока никаких специй я не добавляла. Вот я нарезала индейки мелкой. Вот так вот высыпаем ее. Это филе индейки. Я обычно беру индилайт. Сюда я добавляю специи, каких вам нравится, кстати, по вкусу. Я добавляю куркуму молотую с различными там приправами. И вот это все дело перемешаем сейчас.
И опять сюда надо будет подлить водички. Вот я добавляю воды, чтобы мясо хорошо протушилось. Соль, перец по вкусу, как вы хотите. Я сейчас еще немножко ее посолю. В общем, почти готово. Сейчас водичка чуть-чуть подвыпарится. Еще я сюда добавлю хренадера, по-моему, это так называется. В своем телеграм-канале я уже поделилась его рецептом. Чуть-чуть я совсем еще хренадера. Здесь томаты, чесночок и хрен. Добавлю для вкуса. Мне кажется, надо еще немножко хренадера добавить. Будет очень вкусно, я думаю. Оп. Это я, кстати, храню всю зиму в холодильнике. Отличная заправка к мясу, ко всему чему угодно. Домашний кетчуп, можно сказать. Так, ну что, сейчас помешаем еще. И у нас уже начинка для перцев практически готова. Все очень просто, быстро. Можно рис сюда добавить. Но еще-то риса не хочу добавлять, хотя, может быть... Нет, не буду. Но по желанию вы можете добавить рисом. Так, а тем временем я порезала, вскрыла болгарские перцы, да, у меня здесь 3 сорта перцев, значит, я решила попробовать сразу 3 сорта, потому что 3 сорта я в этом году сажала. Вот этот темный перчик, это сорт Маврас, он, видите, такой прям черный аж. Второй сорт у меня сорт Богатырь, он еще не дозрел, он будет более желтым, как бы, да, вот такой вот он. Больше, знаете, вкусом похож на долма перец. А вот этот сорт, я вообще не знаю, если честно, что это за сорт. Это подруга моей мамы, тетя Наташа, дала, значит, рассаду. Весной мне мама привезла, говорит, сажай. Я посадила, вырос такой классный желтый болгарский перец. Спасибо, тетя Наташа. Она меня тоже смотрит. Вот, и, в общем, вот у меня 5 перчиков будет. Я их буду начинять вот этой смесью. И еще сверху у нас будут шапочки. Ну, в общем, я дальше вам все покажу. Друзья, ну что, вот целая сковорода у меня теперь в этих перчиках болгарских. Их полностью все забила, да. И сейчас сверху я буду еще сырную шапочку делать для них. Потому что сверху я их еще буду запекать. У меня духовка, как бы она попеременно включается. Сначала на нижней работает, снизу печет, а потом сверху. Если у вас духовка одновременно печет, то вот этот сыр можно добавить чуть-чуть погодя. В моем же случае логично прям даже сразу его добавить. Короче, не очень удобно одной рукой все делать, вы все понимаете, да? Как могу, извращаюсь. Одной рукой снимаю, другой готовлю. Не очень люблю вот так готовить. Вообще готовка для меня, если честно, это как медитация, если я не снимаю камерой. Если я снимаю камерой, то это превращается в какую-то работу, скажем так, мягко говоря. В общем, ну, поняли, да? Вот здесь у меня сырные шапочки на каждом перчике. Вот, они потом запекутся. Значит, сейчас я вот сюда подолью водички. Кто-то иногда добавляет сметану в воду, да, со сметаной их тушит. Я, к сожалению, сегодня была в магазине в нашем сельском, сметаны в наличии не оказалось. Поэтому будем импровизировать. Будут у нас диетические болгарские перцы без сметаны. Так, значит, человек я экономный, решил прямо в эту же сковородку добавить чуть-чуть хренадера, водички. Сейчас все это размешаем, как бы соберем остаточки, да, вот с начинки, то, что у нас здесь осталось, морковочка, лучок. Вот это размешаем, и вот этой водичке будут у нас тушиться перцы болгарские. Безотходное производство практически. Так, сейчас одной рукой постараюсь все это снять, Господи Иисусе. Так, потихонечку наливаем эту водичку не в сами болгарские перцы, а чтобы они тушились. Вон, видите, хрен еще остался на дне. Сейчас мы его тоже туда положим. Господи, я скоро мастером по однорукой готовке буду. Все, в одной руке камера, в другой этот. Неудобно, друзья, неудобно так готовить. Честно говоря, водички маловато, сейчас я еще подолью. В общем, вот, друзья, я включила уже духовку, я поставила туда болгарские перцы. Видите, воды я налила настолько, насколько возможно. У меня перцы разного калибра, скажем так. Есть очень маленькие, есть очень большой, вот этот, например. Но желательно до середины перцев заливать вот эту воду. Я не знаю, отсюда видно, насколько. Вот, ну где-то примерно на середине болгарского перца, который самый маленький. Этот, конечно, повыше, но для него тоже водичка будет. Я прям так ставлю в духовку, значит, у меня нижняя часть духовки сейчас включена. Где-то минут 30 нижняя часть будет пекариться, ну, готовиться, да. Потом я включу верхнюю часть, это будет где-то минут 5-10 еще они пекариться будут. Вот, все, оставляем готовиться. Так, ну вот, друзья,
что у меня получилась такая аппетитная вкуснятина. Сейчас я переложу один перчик на тарелку, и мы с вами попробуем его. В общем, друзья, вот такой аппетитный перчик у меня получился. Одной рукой не могу разрезать, хотя нет, наверное, можно. Вот. Знаете, это, скорее всего, такой диетический вариант, потому что я не добавляла сюда ни майонеза, ни сметаны. Но даже этот вариант диетического формата с небольшой долей сыра и небольшой долей топленого масла, на котором я готовила начинку, да, мне кажется, он очень прекрасен. Очень вкусно получилось. Я взяла перчик Мавраз. Остальные сорта еще не пробовала, но думаю, что они не менее прекрасны. Вот кусочек этого перца. Вы знаете, даже в диетическом исполнении этот болгарский перец прекрасен. Очень ароматный, аппетитный, божественно. Вы знаете, рецептов масса этих болгарских перцев фаршированных. Импровизировать можно как хочешь. Вот этот вариант мне тоже очень нравится. Он такой легкий, скажем так, не жирный. Я не люблю, кстати, очень сильно жирную пищу. Это очень-очень вкусно. Попробуйте тоже приготовить. Всем приятного аппетита. Все, короче, я выключаю камеру и кушаю без вас. Уж извините. Одной рукой не могу есть. Вот. Очень аппетитно. Ну вот и все, друзья. Это видео получилось таким достаточно большим и длинным. Надеюсь, что вы досмотрели до конца. Если вы досмотрели до конца, поставьте обязательно лайк, напишите комментарий. Я буду вам очень благодарна за вашу поддержку, за ваши донаты, лайки, подписки, комментарии. Безмерно вам всегда благодарна. Но на сегодня все. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.